Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Сегодня я говорю не о модных детоксах и не о таблетках, а о том, что десятилетиями использовалось в народной практике, когда человек чувствовал, что организм перестал справляться. Аллергия, тяжесть, усталость, проблемы с кожей – все это рассматривалось как сигналы перегруженной системой. И прежде чем начинать любые действия, важно понимать, очищение – это не резкий процесс, а последовательный подход. В этом видео я расскажу, как именно это делали, шаг за шагом, и почему начинали всегда с печени. Обязательно досмотрите до конца. В финале будет ключевой момент, о котором обычно умалчивают. И если тема вам откликается, поддержите канал лайком и подпиской. Это помогает нам продолжать. В народной системе первым этапом всегда считалась подготовка. Никогда не начинали с агрессивных средств. За 5-7 дней снижали нагрузку, убирали тяжелую пищу, жареное, избыток сахара. Вводили теплую воду по утрам, не как чудо-средство, а как мягкий сигнал для обменных процессов. Важно, именно в этот период многие отмечали уменьшение аллергических реакций, потому что организм переставал бороться с постоянным раздражением. Здесь я напомню, если вам важно продолжение таких тем, подпишитесь сейчас. Дальше будет самое важное. Когда подготовка завершена, в народе переходили к мягкому очищению печени. Использовали простые сочетания – отвар овса, расторопшу, теплые травяные настои. Не курсом на один день, а минимум на 10-14 дней. Считалось, что печень не любит спешки. Интересно, что именно на этом этапе многие связывали ослабление сезонной аллергии с улучшением оттока желчи. Это не обещание результата, это наблюдение, которое передавалось из поколения в поколение. И дальше я расскажу, какой рецепт считался основным, поэтому не переключайтесь. Один из самых упоминаемых рецептов – овсяный отвар. Его готовили не для вкуса, а для функций. Цель – поддержать фильтрационную работу организма. Важно было соблюдать пропорции и не превышать объемы. В народной практике подчеркивали, если появляются дискомфорт или слабость, делают паузу. Это не марафон, а настройка. Именно здесь я снова напомню, поставьте лайк, если цените спокойный, документальный разбор без сенсаций. Дальше будет связка печени и аллергии, о которой почти не говорят. И только после этого переходили к общему очищению организма. Не одновременно, не все сразу. Использовали сборы из крапивы, череды, листа смородины, растений, которые традиционно связывали с кожей и реакциями иммунитета. Важно, это делали курсами и всегда наблюдали за состоянием. В финальной части видео я объясню, почему именно последовательность решает все и какую ошибку совершают почти все сегодня. Обязательно досмотрите до конца. В народной системе очищения всегда подчеркивали, организм – это не набор отдельных органов, а единая цепь. Если печень перегружена, реакции выходят наружу, через кожу, дыхание, слизистые. Поэтому следующим шагом считалась поддержка кишечника. Использовали не слабительные, а мягкие продукты – запаренные семена льна, отруби, теплые отвары трав. Смысл был не очистить резко, а восстановить естественный ритм. Именно здесь многие впервые замечали, что зуд, покраснение или заложенность начинают уменьшаться. Это момент, где важно не бросать процесс. И если вы хотите понимать такие вещи глубже, сейчас самое время поддержать канал подпиской. Отдельное внимание уделяли воде. Не холодной и не ледяной, а теплой, маленькими глотками. Считалось, что вода – это транспорт для всего, что организм выводит. Без нее даже самые правильные травы не работают. В народе говорили, если вода стоит, очищения не будет. Именно поэтому во время курса избегали кофе и алкоголя, чтобы не мешать естественным процессам. Этот этап часто недооценивают, но именно он связывает печень, кишечник и аллергические проявления в одну систему. Дальше я расскажу, какую ошибку здесь совершают чаще всего. Не переключайтесь. Когда базовые этапы пройдены, в народной практике переходили к так называемому успокоению реакции. Использовали травы, которые традиционно связывали с кожей и дыханием – череда, ромашка, лист подорожника. Их не называли лекарствами, это были помощники.
Заваривали слабо, пили курсами, делая перерывы. Считалось, что организм сам должен перестать защищаться от всего подряд. В этот момент многие отмечали, что аллергия становится менее резкой, даже если полностью не исчезает. И здесь я снова напомню, если информация полезна, поставьте лайк, это помогает другим ее увидеть. Очень важный момент, о котором редко говорят. В народных методах всегда учитывали состояние человека. Если есть усталость, замедлялись. Если появлялся дискомфорт, делали паузу. Никогда не шли через силу. Сегодня многие копируют схемы из интернета и получают обратный эффект. А раньше процесс подстраивали под человека, а не наоборот. Именно поэтому такие подходы считались безопасными. В финале видео я объясню, почему спешка — главный враг очищения, и что делать вместо этого. И только после всех этих шагов считалось допустимым повторять курс через время. Не постоянно, не круглый год. Организму давали восстановиться. Это и отличает забытые методы от современных детоксов. Они были частью образа жизни, а не разовой акцией. Дальше я покажу, как объединяли все этапы в одну схему и почему именно она давала результат без перегрузки. Обязательно оставайтесь до конца, там самый ценный вывод. В старых записях и устных рассказах всегда подчеркивалось: очищение — это не борьба с организмом, а сотрудничество с ним. Поэтому особое внимание уделяли режиму дня. Ложились раньше, убирали ночные перекусы, давали печени время работать в естественные часы. Считалось, что именно ночью организм завершает основную фильтрацию. Когда этот ритм нарушен, ни один отвар не даст эффекта. Этот момент редко упоминают, но именно он часто становится переломным. И если вы хотите больше таких разборов, подпишитесь на канал. Дальше будет самое важное. Интересно, что в народной практике никогда не разделяли очищение и питание. Во время курса вводили простые блюда: каши на воде, тушеные овощи, печеные яблоки. Это не диета, а временная поддержка. Такая пища не перегружала печень и позволяла ей восстанавливаться. Многие отмечали, что вместе с этим снижалась реактивность организма, меньше высыпаний, спокойнее дыхание, ровнее самочувствие. И именно здесь становилось понятно: аллергия — это не отдельная проблема, а отражение внутреннего состояния. Отдельного внимания заслуживает психологический аспект. В народе говорили: если человек постоянно в напряжении, очищение идет медленно, поэтому рекомендовали простые вещи: тишину по вечерам, прогулки, отказ от лишнего шума. Сегодня это звучит неожиданно, но тогда понимали связь между стрессом и реакциями тела. Когда нервная система успокаивается, организм перестает стрелять аллергией. Этот фактор почти всегда игнорируют, а зря. В конце видео я объясню, как соединить физические и внутренние этапы в одну систему. Важно понимать: забытые методы не обещали мгновенных чудес. Их сила была в постепенности. Люди наблюдали за собой неделями, а не днями. И если появлялось улучшение, закрепляли его, а не усиливали нагрузку. Именно поэтому такие подходы редко приводили к резким сбоям. Сегодня многие ищут быстрый результат и разочаровываются, а здесь работала другая логика, мягкая, но устойчивая. И сейчас мы подходим к главному выводу всего процесса. Все этапы — подготовка, поддержка печени, работа с кишечником, успокоение реакций и режим — складывались в единую цепь. Если убрать один элемент, система теряла баланс. Именно в этом и заключается суть забытых подходов, не в конкретном рецепте, а в последовательности. Дальше я подведу итог и расскажу, какой главный принцип стоит запомнить каждому, кто сталкивается с аллергией и хронической перегрузкой организма. Обязательно досмотрите до конца. Когда анализируешь забытые методы целиком, становится ясно: они не были набором народных лайфхаков, это была система наблюдений. Люди не спрашивали, чем быстро убрать симптом, они искали, почему организм перестал справляться. Аллергия в этом контексте воспринималась не как враг, а как сигнал, и именно такое отношение меняло все. Не подавлять, а помогать, не перегружать, а разгружать.
Этот сдвиг мышления — то, чего сегодня особенно не хватает. Главный принцип, который повторяется снова и снова — очищение не должно ухудшать состояние. Если становится хуже, значит, что-то делается не так. В народной практике это считалось аксиомой. Любой рецепт вторичен, первично состояние человека. И именно поэтому эти подходы редко приводили к крайностям. Это не лечение в привычном понимании, а возвращение к базовым условиям, в которых организм способен регулировать себя сам. Сегодня многие удивляются, почему раньше люди жили без таблеток и при этом справлялись. Ответ прост. Они не мешали телу работать. Печень, кишечник, нервная система – все поддерживалось, а не перегружалось. И аллергические реакции часто ослабевали сами, потому что исчезала причина постоянного внутреннего раздражения. Это не магия и не секретные знания. Это логика, проверенная временем. Если вы досмотрели до этого момента, значит, тема действительно важна. И, возможно, вы уже поняли, главный рецепт не в траве и не в отваре. Он в последовательности, умеренности и внимании к себе. Именно это и делает забытые методы актуальными даже сегодня. Если вам откликается такой подход, напишите в комментариях, какие темы разобрать дальше. И обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Благодарю вас за просмотр и за время, которое вы провели с нами. Делитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Поддержите канал подпиской и комментарием. Это помогает таким темам находить своих зрителей. Мы продолжаем говорить о простых, забытых и важных вещах. До встречи в следующем видео.